Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная Порция. Сегодня мы с вами проверим метод заточки ножей на водном японском камне. А для сравнения мы с вами возьмем новый японский нож Самура Харакири. Кстати, ссылочки на него я оставлю в описании. Нож абсолютно новый у нас, посмотрите, вскрываем вместе с вами. Заказали мы его на Яндекс.Маркете, ссылочки оставлю в описании, там дешевле всего. Это никакая не реклама, просто вы будете знать, где я чего заказывал. Потому что постоянно просят, где, как покупали. Теперь я буду оставлять ссылки под каждым видео. Все, вскрываем упаковку и достаем нож. Самура Харакири. Толстая сталь. Хорошая такая текстолитовая ручка. И посмотрите, насколько он острый с завода. Он просто идеально острый. То есть таким ножом можно, не знаю, оперировать и проводить какие-то пластические операции. То есть вот как хотите, так он и режет. То есть в любом месте. Вот, можно вот так вот. Вот такую дугу им сделать. В комментариях вы очень много и часто писали, что дома заточить нож до такой остроты в принципе невозможно. Нужно затачивать на каких-то там абразивных кругах на заводе и так далее. Особенно заточники пишут, что нужны им алмазные диски, какие-то станки и так далее. Вот такая вот коробочка. Заказывали мы все на Яндекс.Маркете. Вот так вот все это приходит. Вот в таком вот виде. Открываем и смотрим, что у нас тут есть. У нас есть вот такая вот нескользящая бамбуковая площадка. Посмотрите. Следом идет у нас вот такой вот камень для коррекции основного камня. То есть, сейчас я вам покажу, что это значит. Достаем наш камень. Здесь у нас шеститысячник, здесь у нас тысячник. То есть вот такой вот отличный камень. Все, вскрываем его сразу. Вот такой вот хороший камушек. Все, вставляем в резинку, чтобы у нас ничего никуда не скакало. Все, вот таким вот образом. И вот сюда вот укладываем. Все, получаем вот такую вот заточную систему, которая не болтается по столу. А вот этим камнем после заточки вы можете корректировать плоскость данного камня. То есть, если у вас появилась волнообразность или еще что-то, то есть вот этим камушком вы все сравняете. Далее мы с вами что имеем? Вот это вот штука number one для всех, кто еще не умеет точить. Посмотрите, что здесь в комплекте еще есть. Это вот такая вот штучка. На первый взгляд ничего особенного. Здесь керамические вставки, которые в свою очередь будут выравнивать наш камень. Что мы с вами делаем? Здесь вообще все просто. Берем и вот так вот выставляем. Посмотрите. И получаем идеальный угол для заточки, при котором нам вообще не нужно держать нож. Ну то есть просто возюкаем туда-сюда и нож наш точим. Давайте проверим, как работает наш нож. Это обычный мой любимый поварской нож Ладомир. Из хорошей стали, сейчас я вам скажу. X50 кремний молибден V15. Вот такая вот сталь. Не знаю, что это кому говорит. Он как бы и режет, но уже не так хорошо, как Самура. То есть вот он уже в некоторых местах рвет и так далее. То есть в некоторых местах он вообще не режет. То есть вот здесь вот заточка сохранилась по серединке. Вот здесь вот еще как-то можно что-то отрезать. Берем водичку, у нас вот в таком вот удобном кейсе. И вот так вот смачиваем камень. Эти камни замачивать не нужно. Это не самые дорогие японские камни, которые должны там сутки пролежать в воде. Этот камень просто пропитывается вот так вот водой. И начинается заточка. Вот он, видите, вот он впитывает. Все. Столько достаточно. Примерно где-то 40 мл, 50 мы с вами израсходовали. Все, берем, одеваем наш угол на нож и погнали. Все, берем вот так точим.
То есть здесь уже нам не нужно с вами выставлять угол. Здесь за нас это делает вот эта вот машинка. Все, хотите так, хотите вот так, как вам удобнее. То есть передвинули чуть-чуть и точим начало. Все. Чуть-чуть подсохло, сразу берем, добавляем немножко воды, вот так вот. Проще всего это делать с маленькой бутылочкой, потому что раньше я делал это со стаканчиком, вот так рукой брызгал. Вот такую вот бутылочку заведите себе и вообще бед не знаете. Все, одну сторону поточили, следом другую сразу. Камень можно тоже переворачивать, то есть сначала с одной стороны посильнее поточили, теперь с другой, чтобы камень равномерно у нас использовался. Все, выставили и продолжаем точить. Вот так вот. Все, за угол не паримся, угол нам уже держать не надо. За нас сделать это вот эта штучка. Мы с вами просто точим наш нож. Мне нравится, когда пальцы чуть-чуть касаются камня и ножа, так вы более чувственно, так сказать, можете затачивать ножи. И вот таким вот образом точим на тысячнике, пока не выточим правильный угол. А пока я точу, вы можете перейти по ссылочке в описании и посмотреть, сколько у вас стоит данная заточная система. Либо, если вы не хотите заморачиваться, просто можете приобрести вот такой нож Самура, тоже по ссылочке в описании. Никакая не реклама, можете купить что угодно. При заточке, если вы не понимаете, где у вас чего точится, берите вот так вот обычный маркер. Посмотрите. И вот так вот. Эту режущую кромку мы с вами закрашиваем. И сейчас будет сразу видно, где у нас камень берет, где у нас камень не берет. Работает это как синька. На заводах мужики должны знать, кто занимается токарным делом, синька это синька. Они знают, о чем я говорю. Все, ставим и смотрим, где у нас прилегает. И что мы с вами видим? Мы с вами видим, что самая кромка ножа еще до сих пор не затачивается, да? То есть мы точим еще до сих пор угол. Мы проточили уже 5 где-то минут, и эффекта еще как такового нет. Мы даже до кромки еще с вами не дошли. Видите, я думаю, всем прекрасно видно. Тем самым вы можете проверить себя, затачиваете ли вы уже нож, либо вы уже его заточили, либо еще вам очень долго, как в нашем случае. Прошло 7 потов. Да, на тысячнике очень сложно переточить заранее заданный угол. То есть я вот все время точу руками без каких-либо приблуд, и у меня как-то определенный угол, вот он вырабатывается сам по себе. Он другой, он отличный от этой приспособы, и получается, что мне пришлось полностью нож переточить под другой угол на тысячном камне. Это очень сложно. Но тем не менее, заточку мы с вами на тысячнике провели. Кромка у нас полностью в новом угле, посмотрите. Нигде не осталось черных пятен на кромке, как с этой стороны, так и с этой. То есть здесь еще чернила у нас, грубо говоря, остались. Но в общем и целом кромка новая. Что нам дает тысячник? Это вот такой вот рез. То есть на тысячном камне вы можете добиться вот такого реза. Что нам дает нож Самура с коробки. Мало того, мы с вами можем им побриться. Видите? Все. Побрился. Вот. Настолько острый нож Самура. Все это можно получить благодаря следующему этапу заточки. То есть, что мы с вами делаем? Берем, ставим нашу заточную системку и вот так вот уже, грубо говоря, полируем наш нож. Сильно давить не надо, здесь уже идет сплошная полировка, грубо говоря. Посмотрите, чего мы с вами добились. Видно, да? То есть, если продолжать точить дальше, то мы с вами видно, чего мы с вами добились за 16 минут. Вот Самура. Вот наш нож. То есть, эффекта бритвы мы с вами добились. Рука аж покраснела, и я даже чуть-чуть порезался, как после
бритвы. Что мы с вами следом протестируем? Какой у него рез? То есть, как он резал до этого и как он режет сейчас. Посмотрите. Абсолютно четкий рез, такой же, как вот у Самура. Но чуть-чуть пожестче, да? То есть, рез абсолютно идеальный, посмотрите. Что я хочу сказать в заключение. От данной остроты, как в Самуре, на кухне вам точно не надо. Пальцы будут отлетать в разные стороны, если вы тем более не умеете резать, как шеф-повара, допустим, вот так вот, да? То такой остроты вам точно не нужно. Вот острота данного ножа и то предельно максимальная. Он бреет волосы на руке. Ваши ножи на кухне бреют или нет? Вот такой вот интересный тест-обзор у нас сегодня получился руками. На обычной кухне, на обычном камне. Обычный нож можно наточить до бритвенной остроты всего за 46 минут. Вот такой вот интересный тест-обзор у нас сегодня получился. А ссылочки на нож Самура, на камень, на заточную систему я оставил в описании. Перейди и заказывай. И развлекайся на кухне как можешь. Пока!